Всем привет! Стала перебирать наш архив в поисках свободного места и нашла видео 2002 года. За неимением времени они были отложены, и вот, настал их час. Съемка, к сожалению, не самая крутая, буду сочетать с фотографиями. Итак, сегодня для вас Россия, Южный Урал, национальный парк Таганай, недалеко от города Златоуст. Тогда Таганайский горный массив произвел на меня неизгладимое впечатление своей красотой. Наш маршрут начинается от центральной усадьбы парка. Сначала идем по лесу, набора высоты почти нет. После горбатого моста пойдет подъем. Главное не споткнуться об корни. Тропу я бы оценила как среднесложную и скорее из-за того, что есть места, где нужно перепрыгивать по камням. В основном это подходы к вершинам, но также встречаются и каменные реки. В середине и конце июля нам повезло, удалось полакомиться дарами природы – черникой и грибами. Два близлежащих приюта называются Белый ключ и Гремучий ключ. Возле первого приюта находится первая вершина горного массива. Это двуглавая сопка. 1034 метра – южная вершина и 1041 метр – северная вершина. Чтобы туда попасть, необходимо преодолеть 3 лестницы, порядка 730 ступенек, затем крутой подъем по грунту. Здесь сквозь верхушки деревьев можно увидеть скалы, напоминающие своими очертаниями перья птиц. Отсюда и название южной вершины – Перья. Или еще говорят Митькины скалы. С северной вершины сопки открывается вид на откликной гребень и самую высокую точку массива – гору Круглица. После второго приюта, Гремучий ключ, из-за деревьев выглядывает хребет откликной гребень. Говорят, что если что-то произнести вслух с одной стороны, то с другой стороны будет слышно. Отсюда и название. На вершину нам подняться не удалось, мы поднимались со стороны тропы. Чтобы было успешно, говорят, нужно обойти и подняться с другой, противоположной стороны. Это место не только красивое, но и опасное. 30 декабря 1947 года о скальную стену откликного гребня разбился самолет, следовавший из Челябинска в Москву. 5 человек тогда погибли. Даже спустя столько лет можно наткнуться на части самолета. От гребня к следующей вершине Круглицы идет тропа, которая проходит через так называемую долину сказок или песочные горки. Это участок низкорослого хвойного леса, окруженного причудливыми останциями из кварцитов. У каждого останца здесь свое название, в зависимости от того, кого или что он напоминает. Горные породы легко крошатся под ногами туристов, и тропки здесь покрыты крупнозернистым кварцевым песком. Круглица нас встретила туманом, и, к сожалению, сногсшибательных видов мы не застали. Но все равно было очень необычно и из-за тумана таинственно. На кадрах вы видите, подход к вершине состоит из курумника, огромных глыб камней.
Если вы когда-нибудь приедете на Таганай, обязательно загляните на озеро Тургаяк. Как сделали и мы, и не пожалели. Тургаяк – одно из самых прозрачных озер России. Содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к Байкальской. Площадь водной поверхности 26,4 квадратных километра. Уровень озера постоянно колеблется. На озере можно насчитать от 10 до 12 островов. Здесь найдены следы пребывания доисторических людей. Самыми знаменитыми из них являются мегалиты, дольмены острова Веры, возраст которых составляет около 6000 лет. Помимо этого на острове в 6,5 гектара расположено порядка 40 археологических памятников, в том числе каменная гробница, каменоломня 4 тысячелетия до нашей эры, а также руины старообрядческого скита 19 века. Фактически это музей под открытым небом. Вот так коротенечко я рассказала о национальном парке Таганай, об озере Тургаяк. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.